Здорово, YouTube! У нас снова новая нарезочка, опять же, с этого же стрима. Если вы хотите видеть все нарезки как бы сразу в полном вот таком вот виде, подписывайтесь на стримы. Точнее на Twitch. Ссылочка есть в описании, также в описании есть тележенька и Бусти. Вот как бы на экране, если что, уже все выведено. Так, давайте смотреть баланс. Короче, журнал изменений. Погнали. Во-первых, будут отображаться точные шансы выпадения предметов. По-моему, это сделали в баннере, да, но у сундука, смотрите, тоже добавились проценты. Но на самом деле, я считаю то, что в сундуках, типа, у тебя должна быть какая-то маленькая возможность выпадения легендарной карты, короче, как-то вот, типа, здесь делать, там, минимальный шанс, допустим, 0 с чем-то, да, и вот только в эпическом, там, каком-нибудь, да, там, 1 или сколько, я, короче, не помню, какие там точные шансы. Ну, короче, хочется, чтобы сильные карты выпадали из обычных самых сундуков, чтобы как в Бравле, типа, было, помните, да, когда был маленький сундук ежедневный, и ты такой удивлялся, это просто шанс 1 на миллион, то, что тебе из обычного сундука выпадает лего, и ты такой весь счастливый. Метагейм. Максимальный уровень карты увеличен до 15. Это максимально глупая тема, если они не увеличили выпадаемые карты из сундуков. Потому что ты будешь прокачиваться 3 года. То есть я за полгода игры очень плохо прокачался на самом деле. У меня не очень-то много карт. Сейчас я посмотрю. У меня, во-первых, не все карты есть. Во-вторых, у меня вот метеориты 9. Ну, то есть, такие, ладно. То есть у меня карты в основном от 6 до 8 уровня, да. 9 уровня вот только вот реально у меня получается только метеориты и аркан. Но аркан и то мне 10 уровня только потому, что я играл еще до того, как объявили вообще о КРБ. И игра тогда называлась Battle Towers. Вот, и там, по-моему, аркан был, типа, редкий, он выпадал чаще, и прогресс как бы сохранился, да, и когда аркана переделали в эпика, то у меня все вот эти вот дубликаты на него остались, и я, получается, немножко так схитрил, у меня, и из-за этого у меня на него было много дубликатов. Карты максимального уровня, выпавшие из сундуков, теперь, короче, компенсируются. 5 золотых за обычно, 30 золотых за редкого, 300 золотых за эпического и 10 тысяч за легендарного. Я не знаю, как они ставят эти цифры. Типа 300 и 10 тысяч. Наверное, так правильно. Им виднее, как говорится. Боевые сундуки теперь имеют повышенный шанс получения легендарных предметов, а также содержат билеты событий. Они, то есть, добавили в ротацию билетики еще раз, чтобы можно было участвовать в ивентах. На данный момент проходит у нас ивент натиска, да, где можно получать крутки для Summon Rift'а. Награды за ежедневные и еженедельные миссии были изменены, то есть... Я это уже показывал, это система ежедневок, да. Там были добавлены, опять же, билетики. Трофейная дорога была обновлена за 750 трофеев. Теперь открываются события, точнее, короче, билеты событий. И за 950 дают 20 драгоценных камней. Вау, какая щедрость. Дальше, вот уже пошло самое интересное, да? Пашенки. Тесла прошлой версии, кстати, посмотрите на канале, есть нарезочка о предыдущем изменении баланса глобальном. Теслы прям реально вырвались в мету, они прям были очень крутые, но сейчас их пофиксили. Хотя, с одной стороны, я вот в прошлом видосе играл в натиск, да, по-моему, они еще хороши, хотя, возможно, это из-за того, что я играл Бериса. Я опять назвал его Берисадом. Он аж байт. Он значительно уменьшен, но длительность оглушения увеличена, то есть второй способности, которая оглушает башни. Дальше убежище рейнджеров, то бишь лесное братство из первого Kingdom Rush. Немного увеличено здоровье и время перезарядки. Здоровье, я так... нет, рейнджер... прошу прощения, это не лесное братство. Это чуть другое. Убежище рейнджеров... Хотя нет, лучники-разведчики, я вот сейчас смотрю, да? Да, Всполох его зовут в русской локализации, во Фронтирсе. Ладно, могу ошибаться, возможно, здоровье увеличено у
вульфов, да? Размер отряда снова увеличен до 3 вульфов. Короче, я немножко путаюсь. Энтны какие? Кто это такие? Погоди, рейнджеры, это же эти, да? Рейнджеры это... Вот эти, да, челики? Да. Какой левелап? Не надо мне левелапать его. Какой тут хп вообще могут быть? Короче, как мне сказал Денчик, их сделали играбельными. Раньше они вообще были неиграбельными. Сейчас они более играбельные. То есть не имба, конечно, но хотя бы играбельная. Поздравим разработчикам с тем, что они смогли это сделать. Далее, масштабирование урона, обновлением... Не знаю, что это значит, короче, что-то умное. Дальше, охотничий форпост, это там, где чел... Это эксклюзивная башня КРБ, там, где чел с орлом. Время перезарядки атаки охотничьего орла сокращено. Короче, он, видимо, более медленно будет стрелять. Ледяного друида вроде как убили. Как называется мета. Процент замедления ледяного пути снижен. Там как раз-таки ледяной друид славился тем, что у него прям реально было классное замедление. Даже когда у него не было урона вот этого вот. А я напоминаю, у него урон магический и одновременно артиллерийский. Процент замедления ледяного урона снижен. Стоимость ледяного шторма увеличена. Ледяной шторм, это, я так понимаю... Ледяной шторм это вот 195. А сколько было? 190? По-моему, 195 и было. Значит, было дешевле, либо 180, либо 190. Они подняли до 195. Боевой мех, его забалансили наконец-то, потому что он был реально очень жесткий. Время перезарядки легендарного навыка «Близкие мины» значительно увеличено. Дополнительные мины убраны, а урон уменьшен. Введен глобальный лимит на количество мин на арене. Это очень правильно. Почему? Особенно вот эта вот строчка, да, лимита. Бесил тот факт, что у тебя не только просто все поле засрано, да? Бесил тот факт, что этих мин становилось слишком много, и у тебя начинал лагать КРБ. У тебя начала, короче, телефон лагать, начал лагать КРБ. И прям было очень неудобно играть вообще, в принципе. Дальше, у ракеты, получается, повысили цену. И уменьшили урон, я так понял. Дальше, королевские лучники, это которые из альянса, урон от навыка броня значительно увеличен, то есть их бафнули, то есть бронебойщик стал сильнее. Вот, возможно, они поднимутся даже в мете. Интересно, кто будет лучше, королевские лучники или рейнджеры. Привет, Хомик, рад, что ты наконец-то доехал. Я уже третий записываю. Получается, третий мини-ролик. Я наконец-то дома. С приездом. Дальше, королевских лучников это и сказал. Масштабирование урона это слишком что-то умное, я ничего не понимаю. Казармы получили общее усиление для повышения жизнеспособности. Это очень важно. Еще бы к казармам, знаете, что бы сделали? Короче, есть такая тема, то что когда казарма выходит, я, возможно, даже сейчас Paint включу, да? Ладно, хрен с ним, не буду это делать. Но если что, это все подрежется. Как бы то, что было на стриме, это все подрежется. Ладно, давайте. Короче, в чем проблема была казарм? Есть казарма. Блин, не, ладно, здесь тоже не буду рисовать. Короче, есть казарма. И когда из нее начинают выходить мальчики, они уязвимы. То есть они для КРБ, чтобы такую... Короче, в Kingdom Rush есть такая фишка, когда ты передвигаешь героя или юнитов, они бессмертны, да? В КРБ такую фишку убрали, потому что это было бы слишком читерно, понимаете? Понимаете? Вот. Но проблема в том, что эта фишка работает, когда герой перемещается, как бы, на дальние расстояния, это бесит. И когда, допустим, еще эти мальчики не успели выйти из казарм своих, их уже могут подбить башни с саботажными способностями. Их могут подбить какие-то враги с дальней атакой. То есть они не успели выйти, а пацаны уже дохлые валяются. То есть, как бы они снова ушли в КД. Это бесит. А я хочу, чтобы эту темку пофиксили. Не полностью убирать вот эту вот ерунду, то что во время передвижения
персонаж уязвим. Это надо оставить, потому что если это убрать, это будет слишком читерно. Все правильно разработчики сделали. Просто это надо как-то поправить так, чтобы это не распространялось во время того, когда выходят мальчики из казарм, и когда герои на слишком длинные расстояния перемещаются. Вот. Башня общего оглушения, короче, мощность снижена. Общего оглушения это я не понял. Это, наверное, в принципе оглушение у всех башен. Либо это говорится про артиллерию, самую первую. А, нет, вот артиллерия гномов, прошу прощения, тогда нет. Урон увеличен, длительность оглушения уменьшена. Лучники-разведчики, это как раз таки мальчики, те, которые, у них увеличили хп, базовый урон, урон стрельбы, шанс критического удара. То есть они их бафнули. В прошлом большом глобальном изменении баланса они как бы их очень сильно пофиксили, что они стали, ну, так себе. Вот, сейчас они их обратно, возможно, вернут в мету, кто его знает. Укус пепла, это, понятное дело, ашбайт. Уменьшен урон от легендарного навыка опалительные метеоры. Ну, короче, это саботажная способность, как я понимаю. Айскальд, время перезарядки атаки увеличено, а урон немного уменьшен. Время перезарядки легендарного навыка уменьшено, но длительность... Опять же, тоже уменьшено. Длительное замедление увеличено. Короче, тут из бафа, по-моему, только длительность замедления, да? А, нет, время перезарядки легендарного навыка уменьшено. То есть это тоже баф. А это как-то уменьшено, но длительность уменьшена. А, видимо, длительность его продолжительности. То есть тут они, получается, равноценно, как бы, да, это сделали. Здесь, получается, был баф, а это, получается... Урон изменен. В какую сторону, блин, это непонятно. Короче, его не то чтобы пофиксили... Или бафнули, его, наверное, сбалансировали. И Алерия, ей немного увеличили урон и хп, надеюсь, это поможет. В скобочках нет, Алерия женщина. Ей в лидербордах не быть. Бустеры. Могучие башни. Процент повышения мощности на уровнях плюс 2 был снижен. Короче, могучие башни это буст на повышение урода. Но я считаю, он все равно еще остался крутым. Особенно в натиске он пока что себя хорошо показывает. Я не знаю, что это за буст. Вот эти? Да. Это армадилы, точно. А что, русский язык не добавили? Я сейчас тебе покажу еще очень крутую темку, смотри. Комингсон. Это был идеальный момент для рекламы Бусти. А? Че, реально? А, точно, да. Прошу прощения. Это, да, Хомик, ты не забыл свою главную миссию? Точно, да-да-да. Зашибись. Да, тут особо-то и русский-то не нужен. Тут, блин, все понятно. Так, это я уже сказал. Что-то тут туда-сюда... Так, прошу прощения, это мы сделаем вот так. Так, заклинания. Заклинания урона получили общее ослабление по части наносимого урона. То есть они их снова... их занерфили. Они, по-моему, в прошлом изменении баланса также их занерфили, что меня очень огорчило. И сейчас они снова их занерфили. То есть мои метеоры 9 уровня получается теперь говно. Круто. Ошибка исправлена. Короче, исправлена критическая ошибка, из-за которой все усиления урона башен, например, от Дидры или от магической башни, это... Короче, там, где этот Холли Товер, принимались дважды. То есть у них, короче, баф стакался на урон. И как бы это было очень больно, очень сильно. А мы думали, это фича, но нет, это баг. Вот, в принципе, все по изменению баланса. Я так понимаю, они решили просто убрать Теслу из меты. И как бы некоторые старенькие, точнее не старенькие, а нишевые башни подправить. Все. Ну, понятное дело, драконов там что-то подбалансить. Ну и слава богу, меху тоже пофиксили с ее минами тупыми. Вот, а так, в принципе, мне пока все нравится. Кроме того, что нет точных цифр. Я Акторину попросил, надеюсь, в следующий раз в чейнджлоге будут указываться точные цифры. То есть увеличенный хп. Мне важно знать насколько. Поверьте. Особенно Денчику. Вот, на этом... YouTube, я буду с вами прощаться. Не знаю, будет ли следующая нарезочка с просто играми. Но если вы хотите видеть игры, как я играю, если вы хотите живого общения со мной, подписывайтесь на Twitch, подписывайтесь также на Boosty, подписывайтесь на
тележеньку. Давайте, всех люблю, всех обнял, всем удачи, всем покеда, всего хорошего. Увидимся в следующем видосе.